Доброе утро. Значит, сейчас 7:37 и какая прекрасная погода для похода, не правда ли? Ну ничего. Сейчас я поеду встречусь со Славкой и с Вадиком. Там даже посмотрим. Так, где микрофон? Короче, время с 7:55. Славик уже ест. Вот, мы все в сборе. У нас персональный автобус с персональным водителем. И нас за каким-то хером засунули в самый конец автобуса. Видимо, для балласта. Да, места, видимо. Потому что места не хватает, наверное. Вот. Славка за здоровое питание. Так. Время 8:17. Мы катаемся до сих пор, и Славка уже хочет спать. Он уже съел весь йогурт. Ему скучно. И мне, и ему. Очень скучно. Но нас стало больше. Но катает экстремально. Да, катает экстремально, но мы хотели бы походить. Одного человека почти сбили уже. Так, время 9 почти, без 5. Мы уже готовы фактически. Значит, мы почти готовы. Вот это наша маленькая группа. Вот там Славка играет. Эти ребята быстрее всех оделись. Вот, дальше посмотрим. Так, вы там тоннель. Значит, это то самое место, куда мы раньше ездили купаться в ущелье. Вот. И для тех, кто здесь никогда не был, это ничего не значит. Но я здесь был, поэтому мне уже не интересно. Поэтому я пошел домой. Пока. Мы, короче, жалеем, что мы не взяли с собой бухла, потому что, судя по всему, это будет очень такая детская прогулка. Обезьяны могут напасть и отобрать. Да.
ты турист, и ты здесь в этой стране буквально на пару дней, то оно может быть того стоит, если никогда таким не занимался. Но если ты здесь живешь, допустим, как мы, да, вот работаешь там в течение года хотя бы, и ты можешь приехать бесплатно и все это сделать, блин, ну, намного дешевле. И получить больше удовольствия, потому что все вот мероприятия здесь, которые были, они искусственно растягивают весь этот подход, прыжки в воду, вот это там, и все такое прочее. Вот. То есть, по факту, мы весь этот путь мы могли пройти минут за 15, наверное, да? За 20? Ну, за полчаса, не торопясь. Вот.